Здравствуйте, друзья! Вы готовы узнать новые тайны? Настоящая история, выпуск 22. Странности в эволюции человека. Почему предок человека, по официальной версии, придуманной в Англии во второй половине 19 века, сперва сбросил шерсть, а потом снял шкуру с животного и надел ее на себя? Почему за миллионы лет эволюции человек не адаптировался к внешней среде? Она для человека зачастую агрессивна. Холод, жара. Для выживания нужен как минимум дом или навес. Почему человек не приспособился жить на улице, как живут дикие животные? Почему гибриды негров и белых часто бесплодные? Почему человек, который миллионы лет эволюционировал на планете, единственное существо на Земле, которое может переломать конечности, просто споткнувшись? Ответ на вопрос, откуда появился человек, пришлось выдумывать в 19 веке. Придумали от обезьяны. А до этого у научного мира были другие сведения. Шары Диквис. Шары Диквис, их также называют каменными шарами Коста-Рики. Первые шары были обнаружены в 1930-х годах рабочими при расчистке площадей для банановых плантаций. Шары состоят из габро, известняка или песчаника, их вес достигает 16 тонн. В настоящее время доказано, что шары не могли приобрести данную форму естественным путем. Ученые полагают, что эти шары вырезали тысячелетия назад, но никто не может сказать, для чего они использовались и с какой целью были созданы, но такие шары встречаются по всему миру. Круги Марай. Ученые выдвигают версию, что в этом месте инки обустроили некую лабораторию, в которой выводили новые культуры, но их истинное предназначение неизвестно. Самые глубокие из них достигают 150 метров вглубь, а самая маленькая состоит всего из одного круга. Но самый удивительный момент в том, что на каждой ступени свой микроклимат. Практически во всех лабораториях разница между самой высокой и самой низкой точкой равна 15 градусов, и эти чаши невозможно затопить. Инки смогли разработать невероятную систему дренажа, которая не позволяла воде подниматься выше первого уровня. Скорее всего, все так, как говорят ученые, но вот как инки смогли разработать такое невероятное место, остается загадкой. В нем все слишком хорошо продумано. А ведь они даже не знали про существование колеса, как нам говорят. Подземные ходы под Помпеями. В январе 2020 года специалисты начали исследовать подземные ходы под Помпеями, которые были известны и раньше, но их не могли нормально изучить. По итогу удалось исследовать около полукилометра тоннелей, сделанных достаточно качественно, якобы около 2300 лет назад. Вообще считается, что это не просто тоннели, а целый подземный город под Помпеями. И опять же вопрос, для чего в прошлом выполняли огромнейшие объемы работ для создания подземных городов и тоннелей. Даже если брать в учет относительно простую в работе породу, стоит понимать, что по всему миру многие тысячи километров общей площади так называемого подземного мира. И это вызывает много вопросов. А что касается тоннелей под Помпеями, их планируют изучать дальше, так как вся протяженность до сих пор неизвестна наверняка. Наскальные надписи Амазонии. Леса Амазонки для нас символ девственной, нетронутой человеком природы. Однако новые находки меняют это представление. В колумбийской части Амазонии ученые нашли 13-километровый утес, исписанный десятками тысяч древних наскальных росписей времен ледникового периода. Датировать наскальные росписи оказалось легко. Здесь оказались изображены вымершие виды животных – мамонт, гигантский ленивец и мастодонт. Возраст изображений археологи датируют примерно на 12,5 тысяч лет. Рисунки в основном выполнены красной охрой, и многие из них расположены настолько высоко на скалах, что исследователи могли увидеть их только с помощью дронов, оснащенных камерами высокого разрешения. Леса оказались не такими уж и нетронутыми, человечество основательно потопталось на этой земле в незапамятные времена. Хотелось бы знать, как можно все это время не замечать 13 километров расписной скалы и как объяснить, что часть рисунков находится там, куда сейчас могут добраться только дроны. Города на дне Атлантики. Уфологи нескольких стран почти одновременно обнаружили на дне Атлантического океана загадочные строения. Нечто, похожее на подводный мост огромных размеров, длиной почти 40 километров. Под
подводные дороги ведут от моста к еще более загадочному сооружению, чьи размеры приблизительно 250 на 140 километров. Весь этот ансамбль выглядит рукотворным, но делом рук вовсе не человеческих. Предполагается, что природа не может создать подобного рода строения. А человек до таких глубин со своей техникой еще не добрался. Операции на мозге в Древней Греции. Найдены следы сложной операции на головном мозге, сделанной в Древней Греции. На греческом острове Тассос обнаружены скелеты со следами серьезных травм и сложных хирургических вмешательств. Следы операции на головном мозге, которую провели одному из мужчин, указывают на то, что в Древней Греции существовала очень развитая хирургия. Речь идет о 10 скелетированных останках 4-7 веков, которые были найдены в районе Палеокастро на Тассосе. 6 мужчин и 4 женщины, как предположили сотрудники университета Адельфи, занимали высокие места в социальной иерархии, так как их лечением занимались высококлассные профессионалы. Особенно интересно выглядит один из мужских черепов. На нем сохранились следы сложной операции на мозге, которую, вероятно, производил опытный военный врач. Мужчина умер от полученных травм, но хирург, который его оперировал, сделал невероятное. Ученые говорят, что ни разу не видели следов столь сложных операций, произведенных в древности. Череп древнего пришельца. Одним из загадочных явлений прошлого века, так и оставшимся без объяснений, является череп, обнаруженный в начале 20 века. В 1924 году при раскопках в районе поселка Таунг в Южной Африке. Он принадлежал неизвестному до этого существу, и интересен тот факт, что с помощью современных методов анализа с высокой степенью точности удалось определить время смерти гуманоида. Это произошло 2,5 миллиона лет тому назад, что служит доказательством гипотезы о визитах на нашу планету пришельцев в период зарождения жизни на Земле. А значит, возможность новых встреч с инопланетянами ни у кого уже не вызывает сомнений. Иракские рептилоиды. Неизвестно, существовали ли подобные существа на самом деле, однако в ходе археологических раскопок на территории Ирака в 1919 году было найдено множество статуэток людей-ящеров. Если присмотреться, то у некоторых из них можно увидеть явные атрибуты власти, например, скипетры в руках. Что это? Древние мастера решили в очередной раз пофантазировать, или они действительно изобразили то, что видели собственными глазами? Если верить археологии, то одна из первых человеческих цивилизаций появилась на территории современного Ирака. И это всемирно известная цивилизация шумеров. Располагалась она на территории так называемого Междуречия, между реками Тигр и Ефрат. Библия была запрещенной книгой. В католической церкви вплоть до 20 века существовал запрет на чтение Библии, который был отменен только Вторым Ватиканским собором 1962-1965 года. Из эдикта императора Священной Римской империи Карла IV, конец XIV века, мирянам обоего пола по каноническим установлениям не подобает читать чего бы то ни было из Писания, хотя бы на народном языке, дабы через плохое понимание они не впали в ересь и заблуждение. Точно такой же запрет существовал и в ортодоксальной иудейской церкви, где чтение Библии запрещалось, разрешалось изучать только Талмуд, где библейские положения только трактовались. В православной церкви чтение Библии также запрещалось, и не только простому люду, но и священникам нижнего звена. Такой запрет, например, содержался в послании патриархов Восточно-кафолической церкви о православной вере от 1723 года. И очень интересно знать, в чем первопричина таких запретов. Дидинский тоннель – артефакт докатастрофического мира. В Свердловской области, примерно километрах в 60 от областного центра, есть удивительный объект, являющийся характерным примером утраченных технологий прошлых цивилизаций. Это железнодорожный тоннель, находящийся недалеко от ныне уже несуществующей деревни Дидино. Длина этого тоннеля составляет больше километра. Но не это больше всего поражает, когда рассматриваешь его конструкцию, а удивительная технология кирпичной кладки, которой нынешние строители явно уже не владеют. А потому и подобные железнодорожные тоннели уже в наше время никто и не строит. Отдельные архитектурные элементы этого сооружения тоже вызывают недоумение. Так его въездные порталы оформлены в виде крепостных башен с бойницами, что сразу же навевает на определенные мысли. Ведь не могли наши предки все это делать только в декоративных целях. Это ведь лишние траты времени, сил и средств.
История летописного подлога. Повесть временных лет – источник крайне ненадежный. Начиная с того, что в строгом смысле слова не является летописью. Это не хроника, где летописец фиксирует события год за годом, а типичный литературный дайджест. Собрание выписок и переводов византийских хроник, набор мифов и сказок, противоречивых легенд. Писалось как минимум 3 авторами. Писатели в кавычках исправляли друг друга, вычеркивали целые главы. Исполняли политический или религиозный заказ, что тоже вероятно, но и самое важное, повесть временных лет описывает нужные нам события с почти 200-летней дистанции. Ее почти невозможно проверить достоверными источниками в ряде случаев. И самое очевидное, для христианских историков вся языческая прошлая жизнь славян как прыщ в неприличном месте. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.